Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами испечем торт «Птичье молоко». Этот торт в Баку проходил под названием «Птичье молоко» или «Птичка». Очень легкий рецепт и очень вкусный. Его прислал мне Тимур Маликов, мой подписчик, с которым мы немножко обмениваемся рецептами, и он мне помогает с поиском старых бакинских рецептов. Ну что, мои дорогие, этот торт очень легкий в изготовлении и очень вкусный. Попробуйте его сегодня испечь со мной, и вы поймете, как легко вы можете сделать птичье молоко своими руками. Ну что, начнем печь, мои дорогие. Сегодня, мои дорогие, мы начнем с приготовления крема. Для крема нам понадобится сегодня молоко, 600 мл молока. Отправляем в небольшую кастрюльку на плиту. 600 мл это приблизительно 3 стакана, у кого 200 мл стаканчик. Сюда же отправляем 1 стакан сахарного песка, 200 грамм. На небольшой огонь. Ванилин или ванильный сахар. Ванильный сахар можете положить даже 1 чайную ложечку. И сюда нам нужно будет добавить 100 грамм манной крупы. Не смотрите на мои ложки, сколько я считаю, у всех разные столовые ложки, нам нужно ровно 100 грамм. Я просто уже у меня проверенная моя ложка, поэтому я вам показываю. 100 грамм манной крупы. Все это я отправляю в холодное молоко, размешиваю. Это способ сварить крем из манной крупы, так сказать, манную кашу сварить без комочков. Провариваем до вот такого состояния, до густоты. Пошли у нас уже большие пузыри. Крем у нас готов. Переливаем крем в посуду, где мы будем его взбивать и охлаждать. Не бойтесь делать этот крем, манка абсолютно не чувствуется. Сюда же добавляем 150 грамм сливочного масла. Оно у меня комнатной температуры, я его просто нарезаю кусочками сразу. Крем у меня теплый, можно сказать, даже горячий, поэтому масло растворяется тут же. Перемешиваем и оставляем наш крем остудиться. Накрываем его пленочкой. И я его вынесу на балкон. Можно, конечно, и в холодильник, но чуть-чуть дайте ему остыть дома при комнатной температуре. Нам нужно, чтобы он остыл хорошо-хорошо. Пока остывает крем, будем делать торт. 4 яйца отправляем в посуду, где будем взбивать. Щепоточка соли. Начинаем взбивать. И здесь у нас стакан сахарного песка. Постепенно добавляем сахарный песок. Духовку тут же включаем разогреваться, как начинаем делать тесто, на 180 градусов. Коржи пекутся у нас сегодня очень-очень быстро. Вообще, как я вам уже сказала, этот торт очень легкий в приготовлении и получается очень вкусный. Взбили белки, яйца взбили, вернее, вот до такого состояния. Добавляю я ванилин, приблизительно пол чайной ложечки здесь у меня, и растопленное сливочное масло, 130 грамм. Можете прекрасно положить маргарин. Самое главное, чтобы он остыл, не горячий, растопленный, но комнатной температуры. Продолжаем взбивать уже на мелких оборотах, на медленных оборотах. И сейчас будем добавлять муку. 150 грамм муки просеиваем в тесто. Сюда же я добавляю разрыхлитель 15 грамм. Если вы хотите добавить соду, можно добавить соду. 1 чайная ложка соды, погасите ее 2 столовыми ложечками уксуса. И добавляете точно так же в конце. Все перемешиваем. Тесто у нас уже готово. Форма 24 сантиметра. Застилаем дно бумагой пергаментным и отправляем сюда половину теста. У нас будет 1 корж белый ванильный, а 2 корж у нас будет шоколадный. Распределяем тесто по форме. Корж получается тонким, не толстым, не высоким. И отправляем выпекаться. Делаем шоколадный корж. Сюда же мы добавляем в тесто. Для этого мы должны добавить 2 столовые ложки какао. Какао без сахара. Просеиваем какао, потому что иногда попадаются комочки. И добавляем 1 столовую ложку молока. Можно добавить 1 столовую ложку воды. Сейчас мы это все взбиваем на медленных оборотах опять-таки. Просто-напросто, чтобы у нас какао перемешалось с тестом. Все, шоколадное тесто тоже уже готово. Корж у нас выпекался. У меня он выпекался ровно 15 минут.
совсем недолго, потому что тесто тоненькое. Получается приблизительно 1,5 сантиметра где-то толщиной. Точно так же отправляем выпекаться и второй шоколадный корж. Хоть у нас не очень большая форма, 24 сантиметра, но торт получается достаточно большой. Постучим немножко, чтобы тесто стало у нас такое ровненькое все. И отправляем выпекаться. Теперь нам нужно сделать сливочный крем. Это второй уже крем, который идет в этот торт. Отправляем в посуду, где будем взбивать крем, 200 грамм сливочного масла и 1 банка сгущенного молока, 400 грамм. Ванильный сахар или ванилин, опять-таки, и взбиваем все это до пышной такой массы. Крем у нас очень легкий и известный. Мне кажется, он получается у всех, но со вкусом его ни с чем не сравнить. Очень вкусный этот крем, мне нравится. Крем уже готов. И торт, корж вернее, шоколадный, тоже у нас уже выпекся. Я его даже шпажечкой не проверяю, просто вот так рукой трогаю сверху, и он уже пропеченный, сразу чувствуется, видите? Получается 1,5 сантиметра тоже в толщине приблизительно. Коржи нам нужно теперь остудить. Если, конечно, у вас есть время, вы коржи будете остужать всю ночь. Заворачивайте пленочку и остужайте всю ночь. Но если вы торопитесь, можно их оставить на столе. Крем у нас уже из манки остыл, мы его взбиваем хорошенько миксером. Сюда же добавляем цедру 1 лимона. Этот торт получается очень вкусный. Конечно, это не классика, это не настоящее птичье молоко, но он ни в чем не уступает. Выжимаем сок из 1 лимона. И точно так же нам нужно будет его отправить в крем. Те, кто не любит яичное суфле, которое идет птичье молоко, в классику, так сказать, может прекрасно сделать этот торт. Это очень хорошая альтернатива и очень вкусно. Не бойтесь класть манку, манка абсолютно не чувствуется в готовом креме. Коржи у меня остыли. Переворачиваем, снимаем бумагу. Разрезаем. Мне кажется, самые доступные продукты идут в этот торт. Он получается, вы его можете спечь буквально вечером, и утром у вас будет замечательный торт. Очень-очень вкусный. Я разрезала шоколадный корж пополам. Точно так же нам нужно будет разрезать и ванильный корж пополам. Снимаем бумагу и делим пополам. Я это делаю обыкновенным хлебным ножом. Конечно, у меня есть все предметы, чтобы разрезать корж леской, но я вам показываю, как это сделать легко, просто обыкновенным хлебным ножом. Начинаем собирать торт. Отправляем буквально 1 столовую ложечку на блюдо. Конечно, я торт сегодня этот никому не отдаю, но кладу просто его в холодильник и для страховки, так сказать, чтобы нижний корж приклеился к блюду, кладем 1 чайную ложечку, 1 столовую ложечку на дно. Сюда сейчас мы отправляем сливочный крем. Половину сливочного крема, сгущенка с маслом. Накрываем сверху ванильным коржом, половинкой. И вот сейчас у нас идет уже суфле. Манная каша, так сказать, наша. Но очень вкусная манная каша у нас сегодня получилась. Лопаточкой разравниваем крем. И сейчас у нас точно так же пойдет сверху ванильный корж. Шоколадный я кладу сегодня. Шоколадный корж положим. Сверху сливочный крем оставшийся. Смотрите, нам нужно будет сегодня торт собрать или в кольцо, или в форму, в чем мы его выпекали. Кому как удобно. Можете все это сделать в форме, если у вас нет кольца. Но если есть кольцо, закрывайте в кольцо, конечно. Можете прекрасно сделать и без этого тоже, но просто так торт получится намного ровнее. Смотрите, бока я сегодня обкладываю пергаментом. Я вам просто показываю, как можно все это сделать из самых-самых доступных предметов, которые есть у нас дома. В чем вы пекли торт,
Вы можете то же самое сделать в этой же форме и просто пергамент. Но если у вас есть ацетатная пленочка, сделайте ацетатной пленкой. Кладем сюда же оставшийся сливочный крем. Распределяем его и сверху накрываем последним ванильным коржом. – 150 грамм шоколада заливаем 150 миллилитрами горячими сливками. Сливки мы не доводим до кипения. Шоколад уже растворился. Это наша глазурь. Кто не хочет сделать шоколадную глазурь, можете прекрасно сделать глазурь на какао. Я дам рецепт глазури внизу на какао. У кого просто в этот момент дома нету шоколада, но есть какао. Распределяю немножко, помогаю, вернее, ножом, чтобы глазурь распределилась равномерно. И отправляем торт в холодильник. Торт у нас пролежал в холодильнике сегодня всю ночь. И сейчас мы будем его пробовать. Открываем кольцо и аккуратненько снимаем бумагу. Ничего страшного, что у нас чуть-чуть глазурь потекла. С ацетатной пленкой получится, конечно, ровнее, но и пергамент тоже нас выручит всегда. Будем пробовать. Сегодня у меня не настоящий глазурь, у меня ганаш получился, поэтому немножко не застыл шоколад. Видите, он мягкий, но очень-очень вкусный. Посмотрите, какой корж, какой торт у нас получается. Бесподобный. Из самых доступных продуктов. Очень вкусный. Попробуйте, мои дорогие. Мне кажется, он вам всем понравится. Даже те, кто не любит манку, попробуйте. Получается вкусно. И, так сказать, альтернатива классике. Без желатина, без белков. Очень-очень вкусно. Заваривайте чай, пейте. Приятного аппетита, приятного чаепития. До новых встреч. Пока-пока, мои дорогие.